Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный ПП-торт «Фисташковое мороженое». Его название говорит само за себя. Этот нежный и красивый тортик порадует вас не только вкусом, но и составом. Первым делом я подготовлю форму для выпечки. У меня это кольцо диаметром 16 см. Дно я сделала из фольги. Смазывать маслом не нужно. Овсяную муку я сделаю из овсяных хлопьев долгой варки. Здесь 120 грамм овсянки. Их можно сделать с помощью блендера или кофемолки. И в данном рецепте я рекомендую обязательно просеять муку. Понадобится большая емкость и сито. Сито отделит мелкую муку от более крупных крошек. Из 120 грамм овсянки получилось как раз 110 грамм муки. Итак, нам понадобится 4 яйца. Разделяем их на желтки и белки. 3 желтка нам понадобится сейчас, а 1 желток оставляем для крема. Сюда же добавляем 50 грамм сиропа топинамбура и пол чайной ложки соли. Белки тщательно взбиваем. К муке я добавляю пол-грамма ванилина. Если вы используете жидкий ванильный экстракт, то добавьте его к желткам. Желтки слегка взбиваю венчиком. Белки взбиваем до неподвижного состояния и сразу останавливаемся. Теперь нужно смешать все 3 смеси, не повредив пышную белковую пену. Проще всего это сделать, соединив сначала желтки с небольшим количеством белков. Теперь аккуратно вмешиваем это в белковую массу с помощью лопатки. Муку просеиваю небольшими порциями и также аккуратно вмешиваю. Вот такое пышное тесто должно получиться. Перекладываем его в форму. Духовка к этому времени уже должна быть разогрета до 165 градусов Цельсия. Выпекаем примерно 45 минут. И чтобы бисквит сохранил свою пышность, не спешите открывать дверцу духовки после выпекания. Дайте ему постепенно остыть. Итак, когда корж готов, вынимаем его из формы. Упаковываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 5 часов. Когда бисквит отстоится в холодильнике, можно сделать 2 крема. Сначала фисташковый. Для него нам понадобится 200 грамм рикотты, 10 грамм подсластителя, 20 грамм сухого молока и 50 грамм фисташковой пасты Урбича. Смешиваем все это в однородную массу. Можно смешать с помощью блендера, можно просто лопаткой. Здесь может быть как сухое цельное молоко, так и обезжиренное. Этот ингредиент придает нашему крему очень приятный сливочный оттенок вкуса. Перекладываем в кондитерский мешок и убираем в холодильник. Теперь приготовим ванильный крем-пломбир. Для этого нам понадобится 170 грамм молока и 1 желток, который остался от коржей. Часть молока отправляем в блендер с желтком. Сюда же добавляем 5 грамм крахмала, 20 грамм сухого молока, 10 грамм подсластителя и 1 чайную ложку ванили. Смешиваем все это с помощью блендера в однородную массу. Молоко доводим до кипения. Теперь в горячее молоко переливаем желтковую смесь, тщательно помешиваем. Отправляем на средний огонь и доводим до загустения, продолжая помешивать венчиком. Вот такая консистенция должна получиться. И теперь в горячий крем вводим 5 грамм желатина, заранее замоченного в 30 граммах воды. И тщательно размешиваем до однородности. Если вдруг у вас остались комочки желатина, прогрейте еще немного на плите до их растворения. Крем почти готов. Оставим его остывать, а пока займемся бисквитом. Освобождаем его от пленки и нарезаем на 2 коржа. Для этого большим ножом сначала срезаем верхушку. Вот такой толщины получается корж. Теперь делим его ровно пополам. Сначала я намечаю линию надреза, а потом прорезаю постепенно весь корж. Вот такие 2 коржа у нас получились.
Мягкие, пышные, они очень вкусные. Крем как раз остыл. Осталось добавить в него 200 грамм рикотты и тщательно промешать венчиком до полного исчезновения комочков. Вот такой крем получается. Он уже немного начинает густеть после добавления холодной рикотты, так что пора собирать торт. В качестве пропитки я использую молоко с сиропом топинамбура. Собираем в той же форме 16 см. Бока формы проложены ацетатной пленкой. Немного крема кладем под корж, для того, чтобы он зафиксировался на подложке. Корж и немного пропитки. Количество пропитки регулируйте в зависимости от влажности вашего коржа. Если он не пересушен, то пропитки нужно совсем немного. Теперь выкладываем фисташковый крем через вот такое маленькое отверстие в мешке. Распределяем его тонким слоем по коржу. А дальше прорезаем в мешке большее отверстие и хаотично раскладываем основную часть крема. Теперь заливаем крем-пломбир. Он уже совсем не жидкий и точно не вытечет из формы. И также хаотично раскладываем оставшийся фисташковый крем. Выкладываем второй корж сверху и немного пропитываем. Укрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 5 часов или на ночь. И сразу же нужно подготовить рикотту для покрытия. В глубокую чашу кладем сито. На него выкладываем марлю или тканевую салфетку. И 400 грамм рикотты. Лишняя жидкость течет через сито, и рикотта будет отлично держаться на торте. Отправляем в холодильник также на 5 часов, а лучше на ночь. Время прошло, посмотрите, с рикотты стекла лишняя жидкость. Теперь перекладываем ее в чашу и добавляем 10 грамм подсластителя. Тщательно перемешиваем лопаткой. Крем на покрытие готов. Перекладываем его в кондитерский мешок. Достаем торт. Освобождаем его от оков. Вот такой ровненький тортик. Для покрытия такого торта подойдет среднее отверстие. Покрываем ровным слоем боковую поверхность торта. И затем верхушку. Выравниваем сверху, затем сбоку и снова сверху и снова сбоку. Так добиваемся идеальной цилиндрической формы. Подложку обязательно протираем смоченной в чистой воде салфеткой. Для украшения я использую ПП-конфеты. Я сделала конфеты по моему рецепту клубника со сливками, только обваляла их в измельченной фисташке. И я вам скажу, это очень вкусно. Шоколад без сахара, миндаль и ПП-печенье. Его рецепт уже есть на моем канале. Поливаю торт я глазурью молочный шоколад. Ее рецепт также есть на канале. Маленькое отверстие мешка и температура глазури около 30 градусов. Произвольно наношу глазурь, сбоку пускаю подтеки. И украшения. Конфетки разной величины, печенье, шоколад и орешки. Пока глазурь не застыла, все прекрасно фиксируется. Вот такой стильный торт получился. Он очень вкусный. Нежный вкус фисташки в ванильно-сливочном обрамлении. И очень красивый разрез. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!